Здравствуйте, мои уважаемые зрители! С вами Ольга Демчук, исследователь внутреннего мира личности. А вы знаете, что вы должны мне ставить лайки, оставлять комментарии? А вы на этом мне можете сказать: а ты должна снимать видео на те темы, которые мне не интересны, а не на те, которые тебе хочется. Тогда и получишь свои лайки. Именно так возникают скандалы и ссоры, особенно с близкими. Тема сегодняшнего ролика — должествование. Давайте с вами проведем эксперимент. Сделаем тест на детскость, на процент детскости в вашей личности. Какие у вас эмоции вызывают слова «должен», «обязан», «надо»? Чем больше у нас эгоцентризма, тем больше эти слова будут вызывать негативных эмоций. Прям такой протест. Почему-то я должен, с чего это я обязан. Потому что ребенок даже уборку собственных игрушек воспринимает как насилие над его личностью. Ну и взрослые люди могут воспринимать работу, которую они сами выбрали, на которую они сами ходят не под дулом оружия каждое утро, тоже воспринимать как я должен и как будто я иду на каторгу. Итак, когда мы должны, то у нас на это должествование возникает как будто две противоположные эмоции. Первое — это такое понурое смирение, такая грусть, обреченность, должен. И мы как будто чувствуем себя даже несколько униженными в этом состоянии. А второе, противоположное ему состояние — это вот этот вот протест и бунт. Когда мы говорим «не должен», «не обязан», «не буду». И в этом протесте мы чувствуем, как мы сбрасываем с себя эти оковы и становимся свободными. И чем больше ощущение принуждения от «надо», тем больше ощущение освобождения, когда это не делают. И личность начинает разыгрывать собой очень интересные спектакли внутри. Она, если делала то, что надо, то, что она обязана, и как будто надо в другом месте оторваться, и там уже делать то, что ей хочется. Такое ничего не делание может даже устроить. То есть как будто нам надо постоянно вести переговоры с собой, где одна часть такая правильная, такая это надо, это обязанности, а вторая как будто все время хочет ее свергнуть и скакать, как ей хочется, по полю. И мы с вами тему должествования разберем с двух ракурсов. Давайте сначала перейдем к «мне должны». Когда у вас появляется ощущение «мне должны», остановите на паузу и попробуйте сформулировать это. И, как всегда, попрошу писать в комментариях для того, чтобы мы становились учителями друг другу и чтобы вы дополняли, возможно, то, что я, конечно, не успею озвучить за 15-20-минутный ролик. Итак, когда мне должны. Вот правда же, родные родители как будто больше должны, чем приемные родители. Вот представьте, вы узнали, что ваши родители приемные, и как будто уровень претензий сразу к ним снизился. Или же, когда близкий человек купил продукты, принес их домой, ты это воспринимаешь как должное. Но если кто-то чужой, сосед, допустим, у него дача, он там выращивает до сих пор картошку, и он принес картошечки, и вы ему очень благодарны, потому что он не должен. Видите, благодарность, она взаимосвязана с этой темой, но сегодня не о ней. Итак, есть категория людей, которые должны нам больше, чем все остальные. И это представление у нас сформировано хаотично. Вот почему приемные родители должны меньше, чем родные родители. Потому что родные родители, они что? Чем они отличаются?
То есть это все на уровне таких каких-то наших представлений о том, как правильно. И если у меня больше требования к другому, то есть мое «хочу» большое, мое «хочу» гораздо больше, чем то, что мне человек может дать, то именно здесь порождается наша претензия. И чаще всего мы опираемся на то, как надо мне, как я бы хотел для того, чтобы сформировать список того, что другой должен. И как только этот человек становится чужим, я думаю, что у вас были такие периоды в жизни, когда вы, допустим, с кем-то встречались, и у вас были одни требования к этому человеку, а потом вы разругались и, может быть, встречаетесь, но вы уже не живете вместе. И как будто вам надо и слова найти, чтобы о чем-то попросить, и форму подобрать, чтобы высказать недовольство. Вы как будто начинаете тут же бережнее относиться, по-человечьи больше, по-взрослому. То есть, видите, как только что-то попадает в сферу нашего мира, и как только я формирую свое «хочу» от него, то этот человек автоматически становится мне должен то, что я от него хочу. И я опираюсь на свое представление, на свое «хочу», а не на другого человека. Именно поэтому, когда между людьми нет пространства, и они уже вплетены в миры друг друга, у них начинает возникать вот это небережное отношение, не задумывание над тем, что и как сказать. И даже если надо задумываться, это вызывает ощущение, ну вот, даже я с тобой не могу расслабиться, с тобой мне тоже что надо думать, что говорить. Второй момент, когда я даю то, что могу, а ты как будто должен мне дать то, что надо. То есть другой должен, когда я нажертвовала определенное количество благ, и тогда ты должен за то, что я нажертвовала, дать мне необходимое. То есть я опираюсь опять на себя. Видите, у нас тут второго нету как такового. Потому что выдвижение претензий к кому-то, да, некоторые говорят, вот ты расскажи, как тебе надо, не молчи, надо прояснять отношения. Ну, можно прояснить, но это абсолютно не залог того, что другой ударится о землю и превратится из волка в чистого молодца. То есть объяснить, да, надо, да, можно, да, это помогает в построении отношений, но в то же время, видите, нам опять надо учитывать эту индивидуальность другого. То есть, когда я требую, чтобы он стал таким, как мне надо, и когда я обращаясь к нему, имею в своем сознании не только желаемое, но и реальные возможности этого человека. Ну, вот когда мы говорим о том, что вот кот, неплохо, чтобы кот приносил тапки. И, в принципе, можно выдрессировать кота приносить тапки. Теоретически это возможно. Но для этого надо много времени. И человек, когда дрессирует животное, у него как будто больше терпения. Но когда жизненно важно поменять какой-то паттерн у другого, нам бы хотелось, чтобы это было сразу, вот как только я сказала, он сразу должен поменяться. А еще лучше, чтобы я не говорила, он прочитал мою мысль. Также мне должны, тоже очень интересный момент, люди уверены, что если они себя ведут как правильное и хорошее, то другой должен к ним относиться соответствующе. И больше всего недоумение вызывает, когда ты был вроде бы правильный и хороший, а другой неправильный и хороший. То есть у тебя есть какие-то правила игры, и эти правила игры нам достаточно сложно воспринимать как хаотически сложившиеся. То есть если сесть и задаться этим вопросом, а какие правила игры, вот я живу, я играю по каким-то правилам, то получится у вас сформулировать. Вот можете тоже в комментариях написать или у себя где-то. Эти правила игры есть. То есть как надо, как я обязан. И
мы не задумываемся ни как они сформировались, и что самое печальное, мы их не пересматриваем. Мы уже могли измениться, а правила игры тянутся откуда-то там из прошлого. И вот наше соответствие им — это все время такой немой посыл к миру, что если я себя веду соответствующе, то и мир должен вести по отношению ко мне себя соответствующе. И вот этот вот шок, когда я веду себя правильно, другой ведет неправильно, в этом шоке тоже есть неучитывание индивидуальности другого. Видите, я все время как такой человек, который общается сам с собой, модели строит свои, правила игры навязывает свои. И если это все не осознавать, то будет большое количество и боли, и злости. Кстати, о больном самолюбии поговорим на вебинаре 20 сентября. Там будет подробнее именно о причинах боли, из-за которых мы ее испытываем. Вернемся, и я должен. Но в то же время вот это «нам должны», оно вот создает множество напряжения, и мы не можем с человеком нормально разговаривать. Потому что когда мы разговариваем с позиции «ты меня должен», то человек чувствует вот то, что вы в начале ролика почувствовали, когда я попросила вас испытать «ты должен, ты обязан». То есть ты говоришь о том, что человек тебе точно должен, он почему-то злится и реагирует агрессивно. Но если ты поставишь себя на его место, ты поймешь, что ты проагрессировал так же. Теперь развернем тему «нам должны», «я должен», «я должна». «Я должна» вызывает ощущение скованности и пойманности. То есть это как конь, который пасся, и на него надели сбрую и впрягли его, не знаю, в телегу. И на нем куда-то едут. И вот в этом состоянии «я должен» я воспринимаю вот такую униженность, издевательство, плененность. Но я думаю, что вы все уже взрослые люди и понимаете, что только те люди, которые могут держать слово, которые выполняют взятые на них обязательства, которые планомерно, методично что-то делают, добиваются в жизни успеха. То есть уметь быть должным — это важный навык. Но проблема в том, что когда я должен, я чувствую себя пойманным, и у меня возникает вот этот бунт и протест. Как же быть должным, но без этого напряжения? Потому что это напряжение вызывает желание прокрастинировать, не делать, найти повод какой-то не делать, или же забыть. И если мы начинаем себя принуждать, то в этом моменте появляется выгорание. То есть силой себя заставить человек может, но недолго. Или же может, но с последствиями. Различные неврозы возникают, даже болезни. И у человека появляется ненависть. Кажется, то дело, которое ему нравилось, он стремился, что-то делал, его от него тошнит. Он уже не может вообще этим заниматься. Он его ненавидит. Потому что туда вплелось «должен». Как нам быть должными, но не взбрыкивать всеми 4 копытами? Когда я вообще убираю «должен», и, допустим, давайте возьмем работу. Вот надо утром вставать на работу, я так делаю. У меня есть много утр, когда я встаю на работу. То это вставание на работу воспринимается мной как принуждение, если я не осуществила выбор в моменте. Смотрите, если я выбираю себе одежду, то я ощущаю свободу выбора. Если кто-то мне принес одежду и говорит: вот тебе, носи, то я буду ощущать не свободу. Я буду ощущать, что меня заставляют. Точно так же вставание на работу или делание своих служебных обязанностей. Если я делаю из должна, а не из выбора. И вот этот разговор с собой внутри, когда ты не должен. Ты можешь это делать, а можешь и не делать. Но у неделания есть определенные последствия. Вот такой формат, он гораздо сложнее, чем просто по накатанной делать все, как ты привык. То есть, вот как мы с вами до этого обсуждали с этими самыми близкими, которые нам трепят нервы, надо быть внимательным и воспринимать их
немного отстраненно, тогда форма общения будет более заботливая, более чуткая, более структурированная. Я буду думать, прежде чем что-то говорить. Точно так же и момент, когда мы с вами попадаем в ощущение себя жертвой, над которой издевается мир, вот в этом моменте необходимо стать и понять, что ты не должен. То есть если рядом нету террористов, которые приковали вас наручниками к батарее, значит, это ваш выбор. И когда мы с вами выходим из должен, то тогда мне как будто надо в моменте, когда я встаю на работу, каждый раз выбирать ее. Каждый раз аргументировать и каждый раз говорить с собой. Знаете, нам все время как будто некогда что-то объяснять, прояснять, говорить. И в этом некогда мы обрекаем себя на повторение одного и того же. Одних и тех же правил игры. А как только мы начинаем включать в этом моменте «я не должен», «я это сейчас выбираю». Я выбираю, потому что я понимаю последствия. То в этом моменте я встречаюсь с собой, и в этом моменте у меня уже нет возможности обвинять кого-то другого, обстоятельства, ощущать себя жертвой, ощущать, что надо мной издеваются. В этом моменте я стою перед зеркалом реальности, и это тяжело, но в этом зеркале я свободный человек. И вот понимание, что я могу или не могу. Когда человек говорит, я не могу не идти на работу, потому что мне, допустим, не за что будет жить, то в этом моменте он тоже себя чувствует униженным. Потому что, когда мы с вами говорим о нашем «могу», мы сразу, нравится нам это или нет, отождествляем себя с собой реальными. Нет, можно, конечно, фантазировать, я и то могу, могу идти, не могу не идти. У меня было много возможностей, я и то мог, и сё мог, из-за того могла выйти замуж, и туда пойти работать. Но по факту это не так. То есть, когда мы с вами идем в реалистичное представление о себе, свои реальные возможности, мы обнаруживаем себя гораздо более маленького, чем мы казались себе до этого. Мало того, что маленького, так еще и несущего ответственность за свою жизнь. Вот это для нас невыносимо. Потому что если ответственность на мне, то я как будто начинаю уже набрасываться на себя со стороны некого идеального «я», который тут же начинает выдвигать какой-то список требований и ненавидеть. То есть, видите, могу, надо — это все не раздражающее, не вызывающее бурю эмоций, только тогда, когда я стою ногами в реальности, и я мыслю последствиями, а не наказанием. И вот это наказание, принуждение, ощущение себя жертвой, оно, человек настолько входит в эту роль, что ему достаточно сложно пересмотреть это все. И из этого он себя чувствует мучеником, и в этом мученичестве возникает громадное количество претензий к другим. Ты как будто тянешь лямку, и ну хоть ты помоги мне, если ты не воспринимаешь это как свободный выбор. Люди, которые считают, что они должны, будут выдвигать множество претензий всему миру и другим людям. То есть если я должен, то и другие должны. А если это мой свободный выбор, то тогда я сразу автоматически начинаю давать право другому выбирать. Знаете, вот если гиперболизировать это как каждый день выбирать жить, например, со своим супругом или супругой. То есть каждый раз делать этот осознанный выбор.
И в этом осознанном выборе появляется вот это расстояние, пространство, в котором ты можешь нормально говорить с другим человеком, более быть внимательным. Каждое утро добровольно соглашаться на себя, такого, какой ты есть. Добровольно соглашаться на жизнь, которая у тебя есть. Ты выбираешь то, что тебе доступно, то, что ты можешь. Пишите ваши мысли про это все, про возможность свободы выбора и выхождение из состояния жертвы, которое выдвигает громадное количество миру близким и которое пытается нащупать эту свободу выбора и не только получить ее самой, но и дать другим. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки, если видео было полезно и вы не жадина. Потому что некоторые люди, да, полезное, хорошее видео, но не поставили. Такое тоже может быть. И напомню, что 20 сентября состоится вебинар «Больное самолюбие». Будем исследовать глубоко эгоцентризм на нем. А я с вами прощаюсь. До встречи.